Друзья, всем привет из Тренчина. Хотел бы я сейчас такой веселый бегать и брать интервью грузинских болельщиков, но знаете, столько всего приключилось. Фух, сейчас вам обо всем расскажу, поэтому погнали. Важный матч Грузия-Португалия. So I met you again. Yes. Tell me a little Hello. about your expectations today. And did you buy finally the ticket back to No, Georgia? I buy back ticket, but I hope Georgia wins today, and my friends watch this playoff match. What is the chance of Georgia in this game? Because Portugal couldn't lose. Yes. Portugal it's very strong team, but we in the past we win in Portugal, and maybe we hope. And maybe the score, what do you expect today? Maybe I found Quernadze 9 Yeah. 9 number Georgian, and maybe he scores today. So 1-0. Maybe 1-0. I expect many goals actually, like in France. No. Not? Maybe 1-0. Maybe. Okay, thank you. Good Thank luck. you. It's our bus. Good luck. Let's go to Trenchin. Да, оказался я в Тренчине, но день был сумасшедший. Хотел бы с вами поделиться. Был я с утра в Братиславе. Торопился, чтобы не опоздать на матч, поскорее. Боялся опоздать на автобус до Тренчина. В итоге сел в местный автобус. Не получилось там проштамповать билет, а это нужно делать обязательно. Схватил штраф 200 евро. Представляете, 200 евро. В общем, я был в шоке, потому что, наверное, я тут за все время в Словакии на жилье даже столько не потратил, но пришлось платить. Полиция угрожала меня задержать, и, в общем, неприятная была ситуация. После этого я все-таки добрался до автобуса, до вокзала, поехал дальше, и случилась другая история, мне кажется, более комичная. Я взял не свою сумку, высаживаясь, вот видите, и вот эта сумка сейчас просто какая-то комедия, потому что я взял эту сумку, потом, когда осознал, что это не моя сумка, попытался ее вернуть, полиция говорит, мы не будем ее брать. Пошли к другому автобусу той же компании, они тоже не хотят ее брать. И вот я сейчас здесь, возле стадиона, за час до матча, не записав никаких интервью. Рассчитываю на вашу поддержку, на ваши лайки и комментарии, и надеюсь, что эту сумку я сейчас куда-то пристрою. А Грузия сегодня обыграет Португалию, выйдет дальше, и мы увидим классный матч, потому что иначе зачем это все, зачем вот эти все мучения и страдания? Ведь если бы я в Тренчин не поехал, ничего бы этого не было. Но я уверен, что матч будет офигенный, как бы то ни было. Спасибо вам за поддержку, верю, что все это не зря, а эти трудности, они только закалят, и будет еще круче. Идем на стадион, сегодня без интервью, уж извините, но матч ждем. Такой маленький городок, Тренчин, но отличительная черта – это крепость на горе и стадиончик, который здесь тоже есть рядом. Вот смотрите, все в порядке, много грузинских флагов. Да, сдал я эту злополучную сумку, это значит, что на футбол я все-таки нормально схожу. Полиция довезла прямо до стадиона, за что им отдельное спасибо. Ну да, такой денечек веселенький. Вот такой город Тренчин и стадиончик, всего с 3 трибунами, но очень уютно, тем не менее, посмотрите. Ну, посмотрите, какая коронная разминка, а? Где с таким видом поразминаешься. Саба Сазонова нету, ну, в общем-то, все предсказуемо. Да, друзья, самая опасная часть разминки. Но зато какой вид. Если по телефону попадет, то, мне кажется, будет логичное окончание этого дня. Чуть не убило. Пока пронесло. Верим в Харатишвили, что он нас спасет. Thank you. Yeah. I text you now, yeah. Что, игра начинается, погнали! 90 минут, которые решат все.
может быть уже potential red card, а? Ну, парень бедолага похлопали. Не знаю, что там было. Уже обидно. Не знаю, какая третья минута или пятая минута. Не позавидуешь ему вообще. В такой игре. Да, друзья, вот такое начало. Удаление буквально на 6-й минуте. Лаша Адишаря после вмешательства ВАР. Тяжело будет, но матчи в десятером выигрывались, мы знаем таких много примеров. Главное сейчас не пропускать. Португалия, мне кажется, вот вышла в принципе на расслабоне, ничейку разгонять, и, ну, по крайней мере, пока так оно выглядит. Вот первый момент был, оживилась. Грузия будет играть до конца и плевать, что в десятером. Да, ну, видимо, вот теперь нас ждет такой матч. Оборона сборной Грузии и попытка в контратаках что-то исправить. Ай-яй-яй-яй-яй. Такой неудар. Как много португальцев. Удар! О! 3 минуты, кажется, добавлено. Вот же один, вот же. Şerefsiz! Kalkar edeceksin! Друзья, ну что, тяжелая игра, напряженная, драматичная. Кто-то скажет, может быть, что уже без шансов. Ну, Португалия 1-0, Грузия в десятером, ну, камон. Но посмотрите, моменты были. Ламинадзе в конце уже плюнул, да подумал, а почему бы и нет, и побежал. И обвел сколько игроков. Ну, нужно очень сильно постараться. Возможно, вдвойне постараться, как было с Францией, потому что здесь десятером, здесь без Сазонова. Но все возможно. Главное забить первый гол. И вот я надеюсь, что сейчас Роман Сванадзе объяснит, как использовать эти свободные зоны, потому что здесь сейчас атаки Грузии я смотрел, много пространства у португальцев. Если туда забегать, если этим пользоваться, то что-то из этого может получиться. What do you think about the first half? Was really tough. We're really unlucky in the first minutes. We had our player with a red card. But we still have the hope and we believe in some miracle for the comeback. And we will never stop cheering still. What do you think the chance of this team? Because it's really difficult, 10 against 11 Portuguese. Yeah, definitely it's a hard job. It seems almost impossible, but it's still 1-0, right? So nothing is impossible and we still hope for it. Thank you. Тяжело поверить, конечно, что эту игру можно спасти, но представьте удаление у Португалии и пенальти. Это же все поменяет. Просто нужно рисковать, нужно идти до конца, бороться до конца и, глядишь, удача улыбнется. Ну а пока, конечно, такой же удачный день, как и для меня. Так что я максимально синхронизировался с этой сборной. Но смотрим и болеем дальше. Вот мы за грузинскими воротами. Надеюсь, что мячи в эти ворота наблюдать не будем. Ну все, второй тайм начался. Решающие 45 минут. Смотрим. А там никого. Я присоединяюсь к словам этих болельщиков, потому что, ну что это было? Посмотрите повтор. Ну что это
это такое? И смотрите, и прям прочертил еще. Дома у себя почерти иди. Забор нарисуй. Даже не заполненный стадион, но идет волна. Где-то порадуешься. Таки третий забивают, да? Вот, друзья, на ваших экранах лучший игрок этого матча. Удаление, пенальти, множество карточек. Все, матч окончен. 4-0, очень жаль. Gruzínsko 0, Portugalsko 4. Ďakujeme obom týmom, ale ďakujeme aj všetkým fanúšikom za vašu podporu v tomto zápase UEFA Euro do 21 rokov 2025. Мне кажется, вот это сейчас то, что происходит, это даже важнее, чем конечный результат. И все выступление сборной Грузии все равно это было ярко, это было захватывающе. Я тоже аплодирую этим ребятам. Были у меня сомнения по ходу первого матча, не зря ли я приехал. Нет, не зря. То, о чем я говорил, посмотрите географию. Прешев, Кошице, Желина, Тренчин, Тернава, Братислава, Нитра и Дунайская Стреда. 8 городов, 8 разных городов. И вот все 18 дней. Столько матчей. Заканчивается чемпионат Европы молодежный для сборной Грузии. Заканчивается он и для меня. Грустно, конечно, вот это вот 4-0, ну, незаслуженно вообще, не по игре, но, извините, поляки получили 5, играя в полном составе, а тут в меньшинстве и практически все 90 минут, и уже, ну, наверное, когда второй и третий мяч Грузия пропустила, все стало понятно, и футболистам на поле в том числе. Но, тем не менее, давайте подведем какие-то итоги, какие-то позитивные итоги для этой сборной. Я считаю, что молодежные, конечно, чемпионаты, они очень важны, но по факту вот вы вспомните, кто выигрывал молодежный Евро там 10 лет назад, 20 лет назад. Мне кажется, что всем глубоко на это плевать. Главное, чтобы эти игроки, они не затерялись, главное, чтобы эти игроки продолжали себя проявлять в будущем, главное, чтобы они заиграли на взрослом уровне, и тогда, наверное, мы будем считать итог положительным, что этот результат сборной Грузии, ну, пусть не самый выдающийся с точки зрения места в таблице. Я верю, что ряд игроков этой сборной, он заиграет на взрослом уровне, он заиграет в основной команде. Конечно, просто трагедия, я бы сказал, с защитой. Столько травм обрушилось на команду Рамаза Сванадзе. И тем не менее, сегодня, в принципе, ну, неплохо смотрелась и центральная защита. Потом уже под конец, конечно, все устали. Но, вот, знаете, мне кажется, если 4-5 игроков этой сборной перейдут в европейские чемпионаты топ-уровня, ну, хотя бы, может, даже во вторые лиги, вот как Качарашвили в свое время играл в Леванте, если будут такие переходы, это уже успех для сборной Грузии. И я думаю, что вот тот матч против сборной Франции, если в такой же ситуации окажется кто-то из футболистов уже на взрослом уровне и будут выигрывать у топ-команды, то этот опыт пригодится. Поверьте мне, этот опыт, он так по крупицам собирается, в том числе тренерский опыт, и для Рамаза Сванадзе это полезный опыт, и для всех игроков. Ну и, наверное, для нас, как для болельщиков, у меня сейчас нет желания как-то там критиковать Лашу Адишария или сборную в целом. Это все опыт новый для грузинской сборной, и хочется, чтобы таких матчей было еще больше. Третье лето у Грузии было футбольное Евро. Ну, могли ли мы с вами о таком мечтать еще лет 5 назад? Поэтому
Давайте немного отдохнем. Впереди дальнейшие матчи Хвичи Кварцхелия на клубном чемпионате мира. В сентябре потрясающие игры в Тбилиси, где сборная Грузии будет биться за право попасть на чемпионат мира. В общем, много-много интересного. Но пока нужно перевести дух, потому что, видите, я сегодня потерял свой чемодан, Грузия потеряла шансы продолжить борьбу. В общем, всем нам нужен отдых, я думаю. И вы немного отдохните. Я, конечно, сейчас буду продолжать вам рассказывать про Хвичи Кварцхелия и его матчи. Но потом небольшой отпуск. Я думаю, что это будет полезно для всех. Ну, а с вас лайк, подписка и комментарий, ваши мысли по прошедшей игре и что вы ждете от этих футболистов сборной Грузии. До новых встреч и нахвамдис.